Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл? Айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Ну а сегодня у нас крайняя съемка в 2022 году. Кстати, с наступающим! И сегодня мы вас порадуем разбором двигателя Mazda L-серии. Итак, встречаем! В 2001 году на автомобилях Mazda появились новые атмосферные четверки L-серии. В эту серию вошли двигатели объемом от 1.8 до 2.3. У этих двигателей легкосплавные блоки цилиндров, нет никаких гидрокомпенсаторов, а распредвалы приводятся цепью. Мы уже разбирали двухлитровый двигатель из этой серии, а сегодня разберем мотор объемом 2,3 литра. Этот двигатель устанавливали на Mazda 6 и Mazda 3 первых поколений, также на минивэн MPV второго поколения, а также на кроссовер Mazda Tribute и его клон Ford Maverick 2 и Escape первого и второго поколений. В 2007 году этот двигатель появился на Ford Mondeo 3. Он, как и другие Duratec HE, является разработкой компании Mazda. Но у раннего двигателя Mazda с обозначением L3C1 практически нет взаимозаменяемых деталей с поздним Ford с обозначением SEBA. Двигатели L-серии для Mazda и Ford под названием Duratec HE можно считать надежными и ресурсными. Но даже при хорошем обслуживании абсолютно беспроблемными их назвать нельзя. Надо учитывать ряд особенностей и быть готовым к борьбе с масложором. У нас экземпляр с очень интересным недугом. У него пробит блок цилиндров. Интересно, что привело к таким разрушениям. Сейчас будем разбираться. Пожалуй, единственная причина, по которой двигатель Mazda не заводится, либо даже глохнет на ходу, это неисправность бензонасоса. Оригинальный модуль в сборе стоит $500, но, естественно, есть заменители, которые раз в 5 дешевле. Иногда бывает достаточно почистить просто, либо заменить сетку топливозаборника. Ну, а если перестал работать моторчик бензонасоса, то его тоже можно купить по неоригиналу. Правая опора для всех двигателей L-серии для Mazda и Ford гидравлическая. Она ходит примерно 200 тысяч километров. Затем лопается, масло из нее вытекает. Оригинальная такая опора стоит $120. Ну а сегодня разобраться с этим мотором нам поможет всем вам известный Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на этом двигателе служит примерно 300 тысяч километров, но за это время ее придется несколько раз почистить от масляного и сажевого налета. Это помогает выровнять холостой ход двигателя. Реже случаются поломки в виде износа потенциометра и поломки ее моторчика. Клапан EGR не сильно беспокоит владельцев авто с этим двигателем. Сажа, которая поступает во впуск через систему рециркуляции отработавших газов, оседает вместе с парами масла на дроссельной заслонке и во впускном коллекторе. Обычно клапан EGR никаких проблем не создает, но если все-таки появляются ошибки по системе, то достаточно бывает отмыть клапан EGR жидкостью для чистки карбюратора. Некоторые владельцы удаляют EGR и отшивают его программу. Во впускном коллекторе двигателя L-серии установлены вихревые заслонки. Их здесь 4 штуки в каждом впускном канале. Эти заслонки нужны для того, чтобы ускорять поток воздуха, который поступает в каждый цилиндр при невысокой
скорости работы двигателя. А также в недрах впускного коллектора есть заслонки, которые изменяют геометрию коллектора впускного. Эти заслонки открываются при 4000 оборотах в минуту и нужны для того, чтобы воздух кратчайшим путем попадал во впуск. Вот этот актуатор, который расположен ближе к двигателю, управляет вихревыми заслонками. При пробеге примерно в 200 тысяч километров у него ломается вот это ушко, которое соединяет его с осью заслонок. Также иногда ломается промежуточный рычажок. Когда это происходит, заслонки болтаются в потоках воздуха. Это приводит к такому шуршавому шипящему звуку. Также двигатель работает неровно, а также плохо тянет с низов. Этот актуатор продается за $100, а вот промежуточный рычажок не продается, но умельцы изготавливают его сами. С заслонками изменения впускного коллектора никаких проблем не возникает. Вот, кстати, актуатор. Оба этих актуатора вакуумные. Они находятся под управлением соленоидных клапанов, которые на вот этом двигателе объемом 2,3 находятся сверху впускного коллектора. Значит, эти клапаны сверху соединены со впускным коллектором трубочками, отсюда берется разрежение, а снизу вот под дроссельной заслонкой они соединены с вакуумными актуаторами. Клапан с водительской стороны управляет актуатором вихревых заслонок. Клапан со штурманской стороны управляет актуатором заслонок изменения геометрии. Вообще, после запуска двигателя и выхода его на холостой ход, система вихревых заслонок должна срабатывать. То есть шток актуатора должен втягиваться. Если какая-то проблема с обмоткой соленоида, то появляется соответствующая ошибка. У исправного соленоида сопротивление обмотки должно быть около 35 Ом. А если в этой системе трубочек, клапанов и актуаторов появилась дырочка, то тогда двигатель будет жаловаться на подсосы воздуха. Топливные коррекции будут с приличным плюсом. Также во впуск воздух может попадать через лопнувшие мембраны актуаторов. И еще. Под впускным коллектором находится маслоотделитель с системой вентиляции Картера. Он соединен со впускным коллектором вот этой вот трубочкой. Короче, со временем эта трубка трескается, и через нее двигатель начинает подсасывать неучтенный воздух. Это также приводит к увеличению топливных коррекций, также к повышенным оборотам на холостом ходу, а также к пропуску воспламенения. В общем, эту трубку надо просто поменять на новую. Вот такие вот бензиновые форсуночки у двигателей L-серии. Ну что сказать, ходят без особых проблем. Прокладки для клапанных крышек для двигателей ранних Mazda объемом 2,3 и двигателей поздних для Ford Mondeo 4 одинаковые, выхаживают примерно 150 тысяч километров и затем намекают на замену. Намекают как стандартными способами. Это запотеванием по периметру ГБЦ, также в районе соленоида фазовращателя, а также наличием масла на свечах зажигания. Ну а сейчас вкратце давайте пробежимся по состоянию распредвалов. Состояние у распредвалов отличное, никакого износа мы не наблюдаем. На двигателях L-серии, а ниже Duratec HE для Ford, цепь ГРМ служит примерно 250 тысяч километров. На этом пробеге лучше заменить ее превентивно и не дать возможность погрохотать. Потому что если превентивно, то придется менять цепь ГРМ комплектом, то есть с направляющими, с натяжителем, с цепью ГРМ, ну все как положено. А вот если дать погрохотать,
то это может закончиться заменой шестерен валов, а также, если цепь перескочит, то это повод для того, чтобы поршень ударил по клапанам. Ну, в общем, меняйте цепи превентивно. Есть два варианта цепи. На моторах, которые выпущены до 1.09.2006, одна цепь, после другая. У этого мотора один фазовращатель и установлен он на впускном распредвале. Так вот, при больших пробегах этот фазовращатель становится источником громкого шума, который в народе мы называем дизелением. При замене фазовращателя надо учитывать год выпуска мотора, потому что есть отличия. У ранних моторов на шестернях валов зубья меньше, но их больше, а на поздних моторах зубья больше, но их меньше. Первое впечатление о ГБЦ. Видим масляный нагар, значит моторчик подъедал масло. И мы нашли два загнутых клапана. Сейчас посмотрим в цилиндры и обратим внимание на поршни. Ну и сразу же мы видим следы удара на поршне. Удар был такой силы, что даже часть поршня отколола. Ну а в остальном хона практически нет, видны потертости на стенках цилиндров и обильный масляный нагар на донышках поршней. Ну и как вы видели, мы только что покрутили коленвал, и один поршень стоит на месте. Сейчас будем добираться до самой сути. Посмотрите, сколько всего интересного мы нашли, когда сняли поддон. Дальше, я думаю, будет еще интереснее. Масляный насос приводится цепью. Обычно эта цепь никаких проблем не создает, но при пробеге примерно в 500 000 километров эта цепь может лопнуть и неудачно намотаться, что приведет к заклиниванию двигателя. Так вот, надо менять эту цепь с цепью ГРМ. Но если уже не хотите каждый раз при замене ГРМ, то хотя бы один раз в 2 замены цепи ГРМ. 2,3-литровый двигатель оснащен модулем балансирных валов. Он приводится от коленвала к косозубой шестерней. Ну, в общем, этот модуль никаких проблем не создает. Перед тем, как рассказать вам все самое интересное вот про вот это мясо, хотелось бы отметить, что этот двигатель, по убеждению многих, является любителем масла. Причем аппетит появляется из-за некачественного масла, потому что залегают поршневые кольца. Расшевелить кольца можно средством для раскоксовки, но лучше, конечно, кольца поменять. При этом обязательно нужно измерить геометрию цилиндров и при необходимости гильзы проточить и установить неоригинальные ремонтные поршни. Ну а теперь самое интересное, почему это смогло случиться? Это произошло в самом дальнем цилиндре от маслонасоса. И можем предположить, что причина давления смазки. То есть вкладыш провернуло, приварило. И об этом нам может сказать вот эта отметина. Затем шатун оторвался от поршня и начал молотить по блоку, по поршню и так далее.
О состоянии здесь говорить не приходится, но хотя коренные вкладыши выглядят неплохо. Верхние коренные вкладыши тоже в хорошем состоянии, а вот блок размолочен в усмерть. Ну что, разборка закончена, и сегодня мы разобрали надежный японский двигатель, который без особых проблем может радовать вас, ну, например, 500 000 километров. Главное, обслуживайте его вовремя и не забивайте на проблему с поршневыми кольцами. Тогда он еще и масло есть не будет. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, напишите комментарий, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 километров к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». С Новым годом!